Друзья, всем привет! Как и обещал, рассказываю коротко. Я отправляюсь из Филадельфии в путешествие через всю Америку и Сан-Диего. Потом еще кое-куда заеду и буду возвращаться обратно. Буду вам освещать свои остановочные точки, буду показывать, что я буду видеть. Погнали! Итак, первая остановка на покушать и на размять ноги. Какой-то небольшой городок в горах, это еще Пенсильвания. Запах тут стоит, как из моего детства. Такое. Здесь животноводство очень развито и растениеводство. Аграрии сплошные, много кукурузы. Такие франкенштейны катаются, их я вам обязательно покажу. Помните, может быть, фильм Джиперс Криперс? Вот такие франкенштейны тут носятся. И в то же время вот такие свежие довольно мотоциклы. Посмотрите, какой ковбоец. О, контрастненько здесь. Едем дальше. Заехал заправиться где-то, наверное, уже за Пенсильванией. Может быть, Джерси, может быть, еще что-то. Вот так выглядит трак-стоп и магазин в нем. Там душевые со стирками. Множество всяких товаров. Зона самообслуживания с кофе. Здесь, посмотрите, непродовольственные товары, вещи. Вот там кафе. Вот здесь тоже самообслуживание, судя по всему. Смотрите, какие милые тапочки. Выращены в Пенсильвании. О, как мило. Смотрите. Царь-писсуар. Я такого еще не встречал. Он ростом почти с меня. Вот если в картинке видно, вот в этой картинке моя голова по уровню. Вы представляете себе? Вот это чудище. Первая ночевка. Я в штате Индиана. Город какой, не знаю. Проехал 620 миль, около 1000 километров. Чувствую, что мозг начинает отключаться. Я себя чувствую хорошо. Ну, не я, кофе меня чувствует хорошо. А мозг уже не хочет. И я думаю, что лучше я вздремну часика 3-4 и поеду дальше, чем буду ехать до Победного и потом где-нибудь усну. Как на счастье, пока я думал... О, вышки, коллеги. Пока я ехал, думал, что было бы здорово выпить какую-нибудь баночку пива, и я тут поворачиваю, вдоль дороги стоит заправка, и на ней холодное пиво здесь. Идемте смотреть, что там за пиво. Но выбор не богатый. Цена, в принципе, та же самая. Есть акция на какое-то чудесное пиво. Вон, видите, 2 за $2. Я даже не знаю, что это за чудовище такое. Ураган. Высшая гравитация. Видимо, присосет максимально к земле. Попробуем. Готовимся ко сну. Для целей поездки я себе купил специально вот такой самонадувной матрасик. 5 сантиметров толщиной. Самонадувным, конечно, его назвать можно довольно условно, потому что его приходится подкачивать. Но в целом неплохо. Одеяло, подушка, и я купил себе пиво. Миллер. Литровый, где видно? Вот так видно, Миллер. Литровый $2 стоит. Хочу вам сказать, что здесь в Индиане цены ниже, чем в Пенсильвании. И ниже, чем... Что я проезжал? Огайо я проезжал, там тоже цены повыше. Здесь я взял хот-дог с кофе. Большой кофе, свежесваренный, тут же смолотый, из эспрессо-машины. $2.20, кажется, за хот-дог и кофе я отдал. Для сравнения, в Филадельфии за такой же набор я бы отдал около $5. Разница очевидна. Всем спокойной ночи. До утра. Доброе утро. Я уже проснулся, убрал свою спальню, собираюсь позавтракать и двигаться дальше. Пора нагонять, потому что я смотрю, что я уже чуть-чуть опаздываю. Поехали. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would.
Я почти на середине своего путешествия в одну сторону, я в штате Иллинойс. Что я заметил здесь? Люди говорят значительно чище, чем в Пенсильвании. То есть в Пенсильвании люди говорят, как будто набрали в рот орехов. Надолго кушал капюшон. Надолго кушал капюшон, как капюшон он смешно. Здесь речь значительно более чистая и у людей, и радио я слушаю, везде. Неочевидный вывод из этого. Люди меня хуже понимают. Ведь я, живя в Пенсильвании, стараюсь заиметь американское произношение и, соответственно, стремлюсь говорить так же, как там. Здесь меня люди понимают слабо. Приходится делать значительную артикуляцию. Бред, правда? Но факт остается фактом. Дороги. Я пока проехал, наверное, 1,5 километров, может быть, чуть больше. Дороги примерно одинакового, хорошего качества, высокие мосты, никаких претензий к дорогам нет. К вопросу платных дорог. Все кричат, улюлюкают, что в Америке платные дороги. Проехав почти 2000, я заплатил 90 центов за платные дороги. И то только потому, что мне было лень перестраиваться в соседний ряд, который вел меня по бесплатной дороге. Разница во времени была там что-то 3 или 5 минут. В общем, совсем на уровне погрешности. Водители везде одинаковые. Какой-нибудь оленезавр встает в левый ряд и ползет чуть ниже максимальной скорости. Все, вот я еду, и ему плевать. Сигналят ему, бомбы кидают или проклятия, он едет. Даже не смейте пытаться угадать цвет кожи этих водителей в 90% случаев. Да, встречаются, конечно, и другие, но этих большинство. Едем дальше. Ветряки огромные. Не знаю, больше 100 метров в высоту точно. Он один на весь простор. Ощущение полной свободы. Что может быть ценнее этого ощущения? Мы назовем это встреча в Небраске, друзья. Да, Диман? Ну да, на самом деле неожиданно получилось, ехали. Да, кто бы мог подумать, что мы так созвонимся. Мы периодически с Димой созваниваемся, так как знаем, что живем оба в Штатах. И так получилось, что я еду в сторону западного побережья, а ты в сторону восточного побережья. И мы встреча в Небраске. Грубо говоря, на экваторе моего путешествия мы встретились. Редко мы встречаемся, очень. Со времен самой... Один раз я приезжал в Филу, и все. Да. И до этого мы последний раз виделись только в армии, друзья. Вы представляете? Какой может быть дружба, да? Насколько редко мы видимся и все равно друг с другом общаемся. На этом продолжаем знакомить вас с интересностями. Едем дальше. Подходит к концу второй день моего путешествия. Я выезжаю из Небраски и направляюсь в горный район. Дальше будет еще красивее. Итак, друзья, я в Вайоминге. Дикий-дикий запад. По моему пейзажу сзади, я думаю, вы можете понимать, что тут прекрасно. Заезжал я сюда ночью в 4 часа, в 5 почти часов утра. Было ничего не видно, я ехал уже абсолютно по приборам, ничего не соображая. За рулем я был к тому времени 18-19 часов, 7 из которых, как писал в комментариях, я ехал со скоростью 130-140. Такой себе челлендж, хочу я вам сказать. Тут шикарный воздух, тут красивые виды и тут доброжелательные люди, в отличие от Центральной Америки. Об этом я еще скажу вам позже, какие там grumpy people, такие все, когда слышали мой нечисто американский акцент. Сейчас я делаю последний рывочек до Сакрамента, а оттуда я уже буду спускаться вниз. Поехали, обещаю, будет много интересного. Вайоминг мне очень сильно напоминает природу Кавказа. В прошлом году я был в Чечне, потом проездом в Дагестане, был там много в горах, и там очень похожая природа. Вот такая же бедная растительность, еле-еле поднимающиеся деревца и горы, горы, горы. Так же, как и на Кавказе, здесь есть и молодые горы, и достаточно старые скалы, обрушивающиеся. Вот как раз сейчас, наверное, видно молодые красивые горы. Что-то в этом есть однозначно, потому что объяснить это сложно.
какой-то совершенно необъяснимый магнетизм. Для меня лично в горах. Вот на море, на океане я подобного не испытываю вообще. Недавно я выкладывал на канал видео с океана. Для меня ничего необычного. Смотрите, какая красивая обрушивающаяся скала. А горы завораживают действительно. Помните Высоцкого? Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Вроде горы, друзья мои, правда, но совсем не такие, как были в Пенсильвании. Там горы кудрявые, много леса, все зеленое. А здесь сопки, сопки, сопки. Фильмы про Дикий Запад, например, про Техас, которые снимались, посмотрите, как интересно. Изваяния. На мой взгляд, очень хорошо передают дух Дикого Запада. Очень здесь атмосферно. Однозначно стоит к посещению такое место. Совершенно точно. А воздух здесь какой? Ни с чем не сравнить. Он вкусный. Я впервые использую такое выражение в своей жизни. Вкусный воздух. Скорость 150. И здесь, в Вайоминге, это считается нормой, как я понял, потому что такое негласное правило ехать по потоку. Вот едем по потоку со скоростью 150 по горам. Разгонялись мы и больше в других местах под горочку, но там что-то потели ладошки и не хотелось особо снимать. Очень красивое озеро. А может быть и не озеро, но все равно красивое. Вода отсюда кажется невероятно прозрачной. Итак, друзья, я в Юте. Мое путешествие в одну сторону подходит к концу. Мне осталось ехать около 700 миль. Природа в Юте никого не оставит равнодушными, я вас уверяю. Это горы, это степи, это зеленые города, это очень самобытные районы. Посмотрите, как прекрасно высажены деревья, какая создана атмосфера в городе. Этот город называется Солт-Лейк-Сити, это маленький городок. Я заехал сюда специально, чтобы насладиться красотой и непременно поделиться ею с вами. Горный хребет Юинта, расположенный на территории штатов Вайоминг и Юта, являющийся частью скалистых гор и одновременно самым большим хребтом на континентальных штатах. Пиком, самой высокой точкой, является Кингс-Пик высотой 4123 метра. Практически все горы находятся на территории национальных парков, в которых присутствует огромное количество редких растений, например, таких как сосна скрученная. Напомню, что похожие растения произрастают в национальном парке Куршская коса, расположенном на территории Калининградской области. Так называемый танцующий лес, наполненный скрученными соснами, присутствует в большом количестве и там. За моей спиной памятная доска, которая рассказывает: добро пожаловать в Бонневиль, Salt Flats. Это плоскости, как бы соляные озера на русский можно перевести. Замечательное место. Сейчас мы с вами пойдем и посмотрим, как эти озера выглядят на месте. То есть спустимся с вами на соль. Too long to prepare. Yeah. Здесь даже есть лавка с местными сувенирами, и уважаемый господин говорит, что это сделано из местных материалов, из натуральной кожи и натуральных перьев. Give me please one dream catcher. How much is it? $20. По-английски эта штука называется dream catchers, то есть ловец снов. Стоит каждый $20. Вот такая вот милейшая вещь. Рекомендую. Thank you, sir. See you. Я на знаменитых солончаках штата Юта.
Здесь проходят различные испытания с гиперзвуковых машин. Там на всевозможных реактивных двигателях, может быть, вы видели, оно так мчится с бешеной скоростью, разрезая пространство и время. Простите, расчувствовался. Очень классно. Вид такой, как будто стоишь на снегу. Вот форменно. Очень яркое солнце, я поэтому шляпу надвигаю на глаза, потому что все отражается от этого снега, от этой соли. И мне очень нравится. Едем дальше. И это не снег, друзья мои, это соль. Много-много миллионов тонн соли. Мои наблюдения по поводу людей в разных штатах. На восточном побережье люди очень разные. Там очень много национальностей, много конфессий. Это то, где я живу. Пенсильвания, Джерси, Делавер и так далее. В Центральной Америке вот все, что я проезжал, это все, что я проезжал, я все позабывал. В общем, все, что начинается от Огайо и сюда, на западное побережье, люди вроде приветливые, но как только слышат, что я не native American, сразу становятся такие покер-фейс, я тебя не понимаю. Один мужик даже, когда я ему говорил «Is beer available for sale?», несколько раз я переспросил, он сказал «Я тебя не понимаю». И женщина, которая стояла, что-то покупала, ему сказала «beer». И он уже тогда «beer», пиво», хотя, естественно же, он понимал. Я это встречал много раз, системно. Данность. Неплохо, не хорошо, просто вот такие люди в Центральной Америке. На западном побережье, вот здесь, в Юте и рядом, очень приветливые люди. Очень непосредственные, очень веселые. Я сегодня утром заходил на заправку за завтраком, так там женщина, она уже с ходунками ходит, но такая позитивная. Эй, как у вас дела, ребята? How are you doing, guys? А я думаю, кому она обращается? Она: Hey, you, how are you doing? Я говорю, I'm doing fine, what about you? Типа, у меня все клево, как ты? И вот у нее все здорово, блин, вот настолько они непосредственные. Потом на другую заправку заезжал, там то же самое. Что-то у кого-то спросил, очень отзывчивые люди. Про заправки я говорю много, потому что моя машина очень часто требует заправку. В ней маленький бак, и я уже не знаю, пока я доехал, не знаю, раз 8, наверное, заправился. Я уже стал отличать, наверное, на какой заправке какой бензин по запаху. Так что сравнить есть с чем. Много пообщался с людьми, условно, много, сколько можно пообщаться в рамках 2-3 дней. Но так как вы видите, что моя любимая профессия, мое любимое занятие поболтать, я общаюсь с людьми много, в том числе и для прокачки языка. Такое наблюдение. Поедем дальше, посмотрим, какие люди в Калифорнии. Я уже выкладывал ролики из Сакрамента в начале этого года. Сейчас я постараюсь пообщаться плотнее. Плюс я буду Сакраменто, Лос-Анджелес, Сан-Диего. И, возможно, даже я заеду в Лас-Вегас. Но это не точно. Друзья, я в Калифорнии, в национальном парке Тахо, в котором также расположено одноименное озеро. Очень известная достопримечательность, какое-то очень древнее реликтовое озеро. На него любят ездить многие американцы, да и другие люди. В принципе, природа в национальном парке очень классная. Здесь такой воздух, что хочется его просто есть. Очень вкусный воздух. Хвоя, может быть, я смогу передать вам словами. Запах хвои аж сладкий во рту. Почти сахар. Очень необычное ощущение. Когда-то раньше я жил в деревне, и там был сосновый бор рядом, и после дождя пахло очень здорово, мне это очень нравилось. Но то ли я забыл, то ли воспоминания притупились, а может быть, здесь действительно совершенно другой воздух. В общем, класс.
друзья, я в Сакраменто. Добрался я сюда недавно, успел принять душ, переодеться. Погода замечательная, растительность очень бушующая, все красиво, кругом пальмы, кругом солнышко. По сравнению с горами, конечно, здесь совершенно другой мир. Сейчас я вам покажу дом своих друзей, у которых остановился, а дальше мы посмотрим немного природу Сакрамента. Погнали! Дом среднестатистического американца в Калифорнии. Видите, он солнечные панели на крыше, небольшой проезд для машин. Драйвей называется. Пойдем внутрь. Какой красивый номер дома. Это классическая living room, зал, можно его назвать. Камин, друзья мои, рабочий. Но с некоторых пор власти Калифорнии запретили дома топить камины. На самом деле топить камины в Калифорнии можно, как я выяснил. Только необходимо скачать специальное приложение, зарегистрироваться и отслеживать, какой район сегодня разрешено протапливать, а какой нельзя. Кроме того, необходимо учитывать максимальное количество разрешенных к растопке каминов. Если максимальное количество заявителей уже топят камины, то, соответственно, вам запретят. Это сделано для того, чтобы сохранять воздух чистым. Такая необычная реальность. Кстати, это fireplace на английском. И теперь такое замечательное место просто покрашено. А вы только представьте, какой-нибудь дождик, на улице хандра, растопил камин, завалился на эту тахту с каким-нибудь горячим глинтвейном и смотришь на улицу, занимаясь самокопаниями. Депрессивненько. Сейчас я вам покажу место своего обитания. Вот в этой комнате ребята меня поселили. Уютненько, минималистично. Это так называемая dining room, столовая, с выходом на задний двор. Вот такой бэк-ярд у ребят. Смотрите, из-за того, что в Калифорнии жарко, в частности в Сакраменто, под 50 летом по Цельсию, вся трава выгорела. Все уже август. Барбекю и флажок американский. Конечно же, ребята, патриоты Америки. Native Americans. Что ж вы хотели? Вот так. Мне нравится. В целом такой стиль домов и житья мне нравится. Очень нравится. Единственное, что мне не нравится, это потолки 2,10. Ну что вот это такое? Ну кто вот так живет? Вот посмотрите. Вот это, конечно, мне не очень нравится. Но с этим можно смириться ради прекрасного места жительства. Едем дальше. Итак, я выехал с Сакраменто, такие пейзажи вокруг меня. Вообще Калифорния очень разнообразная в плане растительности, в плане смены пейзажей от равнин до гор. Здесь, как вы видите, очень много деревьев, всевозможных садов, полей, персики, апельсины. Машины катаются полные с прицепами апельсинов. Может, это и мандарины. Очень красиво. В сравнении с Middle East, это Средний Запад, например, вот Айова, там Индиана, потом Иллинойс, там сутки едешь просто через поле кукурузы. Как вы видели, да, кукуруза, ветряки кукуруза и больше ничего нет. Здесь, конечно, ехать в этом смысле очень намного интереснее. Единственный неприятный момент, что у меня почему-то как-то заслонки там в печке встали неправильно. Печка практически не дует. Она шумит, моторчик работает, но воздух не надувает. А на улице 102 градуса, это 39 градусов по Цельсию. Я до панели даже дотронуться не могу. Жарковато, однако. Надеюсь, что это решится при помощи какого-нибудь ахалай-махалая. Применим колдунство. Я бесконечно счастлив, потому что я в Сан-Диего. И наконец-то я могу вам рассказать, зачем я сюда приехал.
Мальчики мои, я сюда приехал за своими собаками. Я проделал этот огромный путь, чтобы забрать своих любимчиков. А там еще у нас живет кот. И собака моя. Иди сюда. Собаки год меня не видели. Иди сюда, Вилли. Сидеть. Год меня не видели собаки и не очень пока меня узнают. Они пребывают в культурном шоке. Ну вот, наконец-то я достиг промежуточного результата своего путешествия. Опять что-то заморочил. Ну, я думаю, вы поймете меня. Я сейчас... Это было очень сложно. Во-первых, были очень серьезные пробки. Идите, мальчики. Опля. Мне пришлось заночевать в машине по сложившимся обстоятельствам. И выбрал я для этого место на пляже. В общем, мы с собаками переночевали прямо на самом пляже с приоткрытыми окошками. В Сан-Диего вообще волшебная бархатная погода. Я ее отметил в прошлом году, когда здесь был, и отмечаю еще раз. Великолепная погода. Утром в 6 часов нас разбудили чайки, которые носились по парковке. Ка-ка-ка! Воровали все, что было возможно, и дрались за это. Блин. Спать было уже невозможно, поэтому мы вышли гулять. Не пожалел ни разу. В 6 утра, в 6:30 на океане, когда тепло, песочек теплый, что-то непередаваемое. Бегают мальчики. Побывать в Сан-Диего и не заехать на утес – непростительная ошибка. Поэтому я обязательно заглянул в этот лендмарк. Визитная карточка города, так называемая. Довольно известные утесы Сан-Диего. Кроме того, что красивые, здесь еще и очень приятно находиться. Дующий с океана бриз останавливают сами утесы. И здесь возникает такой феномен, когда не жарко и не холодно. За что я люблю Сан-Диего. Прекрасное место. Давайте посмотрим. Друзья, мы в городе Сан-Исидро, подъезжаем к границе с Мексикой. Вот так выглядит знаменитая Мексиканская стена со стороны Соединенных Штатов. И что самое интересное, год назад я был здесь, но с той стороны. Вот там, вот где конец забора, вот там. Я был и смотрел, как разгружали вот эти торговые центры. Очень интересное ощущение побывать с одной стороны, потом с другой стороны. Да, и вот эти пальмы я тоже видел. Очень интересно. Едем навстречу, на основную встречу моего путешествия. И вот они, мои дорогие, идут. Пошли, собачка, пошли, выходи, привет! Смотрите, друзья, как символично год назад во время фотосессии фотограф придумал такой сюжет. И более того, даже забор на заднем плане оказался в композиции. Привет. Вообще пиздец. Выходи. Вот и собачка. Вилли, выходи. Вилли. Нет, мы с тобой не виделись недавно, а с тобой давно. С точностью в час мы рассчитали. Ой-ой-ой. Вон. Ну, блин, вообще капец, да? Ну, такое долгое путешествие. Мы Да. вот от Так этого... низенько выглядишь. Мы вот отсюда... Теперь низенько. вот А, до вон, сюда обалдеть, сколько шли людей. всего 14 часов. Я хочу сказать, нормальный у вас. Быстро, да? Да, раз в час. Вот это, друзья, основная цель моего путешествия – встретить семью. Именно за этим я и ехал и проехал 5500 километров. Теперь А мы? начинается новое путешествие с семьей.
совершенно справедливо заканчиваем вечер с шикарным барбекю. Сейчас буду вам показывать. Мы сделали вот такие стейки из тунца. Соль, перец, веточка розмарина. Булки поджарим. И сосиски. Возьмем немного пива и расслабимся в нашем путешествии. Итак, друзья, мы прибыли на Аба-Ривер. Это горная река от Сакраменто. Мы не рассказали. Мы вернулись обратно в Сакраменто. Да, через Лос-Анджелес из Сан-Диего. И, пожалуй, мы решили, что наше путешествие из Сакраменто в Филадельфию состоится, но состоится еще и путешествие обратно. А пока... Я могу подтверждать. Да. Да. Эля пока еще в небольшом культурном шоке от смены часовых поясов, смены стран. Сколько вам пришлось стран проехать? 4, получается? Ну да. 4 страны в общей сложности проехали для того, чтобы оказаться рядом. И, конечно, я себя вспоминаю, в прошлом году я был такой же немножко в затуманенном сознании. Давайте мы вам покажем, какие прекрасные виды. У Бариля? Да, вот там люди какие-то плавают. Там вот люди. Посмотрите, какая природа. Здесь, говорят, вот с того камня очень классно нырять. Под ним глубина около 6 метров. Поэтому, ну, конечно же, мы пойдем это проверять. Ну, конечно. Погнали. Погнали. Не шутки. Невероятно красиво. Вода чистейшая. Пляж, правда, галечный немного. Видите, это все вода. Тут даже не видно границы. Невероятно чистая вода. Теплая. Правда, собакам она не пришлась почему-то по нраву. А Тузик пьет воду. Тузя? Тузя. Моя собака. Пойдем ко мне сюда. Сейчас посмотрим, как Тузик перебирается через реку. Тузя, пойдем сюда. Ты мой мальчик, плавать будет. Плавать не нравится, не нравится. Да. Вот так, мой мальчик пришел. И Вилли, смотри, мой мальчик идет за мной. Вот так. Вода очень теплая. Да, камни красивые. Пойдем посмотрим. Пойдем сюда. Тузик, Вилли, пошли. Что здесь пишут? О, какая безобразно чистая вода. Просто до жути, вы посмотрите. Оп, едем дальше. Ну что, друзья, мы выехали из Сакраменто, столицы Калифорнии. План разработали следующий. Сейчас поедем в Филадельфию всей семьей. Вот видите, у нас там в центре сзади штурман главный сидит. Поедем всей семьей в Филадельфию, закроем все необходимые вопросы и вернемся в Калифорнию. Потому что уж очень нравится нам климат Калифорнии, все, что там происходит. Да и, как я говорил, мне депрессивно находиться в том районе Филы, в котором я живу. А Калифорния — это круто. Поэтому мы поедем другим путем. Обратно мы возвращаемся по трассе знаменитой на весь мир Route Number 66. То есть 66-я трасса. Поедем по ней и будем вам показывать, что мы увидим там. Не переключайтесь, погнали дальше. Итак, друзья, мы сделали первую остановку, город Бейкерсфилд. На полпути к нашей первой ночевке. Мы решили, что коллективный семейный разум выбрал отель. Ты помнишь, где, Тим? Нет. Нет. Ну, короче, вот там, где нет, мы выбрали отель. Повтори. Кингсмен, точно, это город. Кингсмен, небольшой город. Пока у нас есть еще время, мы набираем себе поесть и прогуливаем собачков. Где собачков? Тузик, ну как ты посмел? Какой ты прекрасный. Все живое, вот такие прекрасно. самые последние новости с нашего путешествия теперь на восточное побережье. Уже большим Да, из города Бейкерсфилд. Едем дальше. Будем смотреть, что еще нас ждет в пути.
Тимоха, какая комната нам досталась? Ну, заходи. Кто-то уже внутри? Ну, Тузик. Ёлки-палки. Нет. Тусь. Собака. И собака Вилли. А почему кошка по столам лазит? У него там еда. Тут уже хорошо? Ну что? Хорошо, что кошка ловит. Да. Ну что? Доброй ночи. Да, это наша первая ночевка в пути. Мы нашли какой-то придорожный мотель, все по хрестоматии, на Route 66. Что за бред получился? 66. Да, надеюсь, что здесь меняемые хозяева, не какие-то маньяки, которые нам порежут колеса, а утром продадут на органы. Нельзя, но мы с охраной. Да, да, это наши охранные животные, которые... Будут их вскрывать. Вот так вот, видишь, как охраняет. Вот охрана как. Им так тяжело запрыгивать на эти king-size кровати. Да. Так, что здесь в номере? Небольшой микроволновка, небольшой холодильник. Да что-то я после 13 часов езды уже заплетаюсь. Микроволновка кавказский. Так, здесь вагон полотенец сложенных. Вполне себе сносный санузел. Чистенько. О, ваш верный слуга. Привет. Там даже лапок кошачий. Даже лоток, смотрите, да. И даже, мне кажется, тут что-то... Да, тут даже на русском написано. Обалдеть. Вот это сервис у придорожного мотеля. Вполне себе цивилизованное место. Такой хрестоматийный мотель американский. Вот тут сеточка. Тут кошечка опять гуляет. Вот так будем размещаться. Да, солнце? Да. Все. О, тут он какой-то шкафчик импровизированный. Даже собачкины миски. Итак, друзья, мы в городе Кингмен. Заночевали мы здесь успешно. Мотель вполне себе достойный. Мне понравился. Всем нам понравился. Утром отправились на прогулку. Это совершенно удивительный город, сочетающий в себе историю, как здесь написано во многих местах, это сердце трассы 66, и современные технологии. Но обо всем по порядку, сейчас мы вам это все покажем. Вау! Good morning, guys! How are you doing? Good. Thank you. Have a good day. О, Тимоха. Пойдем посмотрим, какая красота здесь есть. Пойдем. Очень атмосферный поезд. Посмотрите. Ну Чё, Тимоха? пойдем? Пойдем посмотрим Пойдем. паровоз внутри. Вау, и какой звук сзади паровоза. Вот это да. Вау. Что здесь? Этот видишь? Вот это да! Тут слабо, конечно, жаль, все видно, но мы постараемся вам показать, друзья. Его не видать. Вот так. Это выглядит. Это голубь. А, это точно и голубь сидит. Ёлки-палки, я его не заметил. Медитирует. А вообще это топочная. И больше нас дальше не пускают. Вот такая топочная. Пойдем вниз на ту сторону. Пойдем. Вау! Горы. Поезд. Санта-Фе, Кингмен, Аризона. Вау! Зимой я уже снимал вам репортажи про паровозы из Сакрамента. Там я был ими удивлен, но здесь я удивлен не меньше. Потому что здесь мы можем потрогать Да. паровоз. Вон там еще один, красненький. Еще один. Да. Пойдем. Ну. Слушай, мне кажется, это пожарный вагон. Да? Ну, я подозреваю. Возможно. Вот такие совершенно прекрасные магазины. Здесь везде Route 66. Это байкерский магазин с амуницией. Видите, тут даже байк стоит красивый для всего этого мероприятия.
Пожалуйста, смотрите. S'il vous plaît, c'est sûr, sur le motocycle pour les photos. Пожалуйста, присаживайтесь и делайте фотки. Мы будем делать фотки на таком мотоцикле? Совершенно милая девушка, хозяйка магазина, узнала, что мы только что приехали и предложила Тимохе выбрать любой подарок в ее магазине. Окей. Приветственный подарок для USA. Small. Wow. Okay, so we have this one. Thunder Road. Okay, Окей. that's for this store. And in your size, we have a tank top. That's Arizona Bike Week for this year. Окей. Okay, so you have that choice. And we have over here. Is your orange? You don't want it to go out here. That should be good. So you got one like that. I like this. You like that one? This. All right, that one's yours, my son. Show me a choice, son. Show me. Oh. I like it. Do you like it too? Yes. Fine. So much. Так, А? Тимоху одарили, теперь зовут Yes. нас куда-то в подсобку. Thank you. Возможно, нас хотят набухать. Thank Ну, это шутка на самом деле. Вау! Джип-шот. Смотрите, сколько атрибутов, друзья мои. Да мы в раю в каком-то. Extra large. I'm really big, man. Well, you're a little bit bigger than a small. So Wow! We have got some gifts. Thank you so much. Nice to meet you. See you later. Oh, our friend. Yeah, you're here. Let's go. Protest line, freedom scribbled on your side. Как вам тачка? Красивая. Да. Она напоминает Волгу 21-ю, да? Но это и... Что вы думаете по этому поводу? Что-то мне говорю, в машине подсказывает, очень друзья мало мои, места, что мы но здесь очень можем хорошо. задержаться до вечера. Настолько атмосферный город, настолько он пропитан историей. Вот это Route 66. Ну что, семья, будем завтракать? Да. Погнали. Ты так пакетом размахиваешь, поубиваешь нас. А что у тебя в этом cheater bag? Футболочки. Футболочки. Сейчас будем намерять. Все. И ровно напротив целый ряд заправок Tesla. Тимоха, как вы находите заправки Tesla в историческом месте? Отлично? Вот такие контрастные вещи мы можем увидеть здесь. А вот и визитор-центр, который обещает быть крайне интересным. Ну что ж, пойдемте посмотрим. Весь город невероятно атмосферный. Он создан для того, чтобы привлекать туристов, для того, чтобы дарить людям радость. Абсолютно разные, много знаков. Айова, Огайо, Вайоминг, все, что хотите. И это еще не все. Малыши. Малыши – это мотоциклетные знаки. Состаренные знаки. А может быть, это действительно старые знаки, друзья? Тимоха решил купить номер. Все, теперь у тебя есть и здесь свой личный номер. Да. На машину повешу. Да. А покажите, как вам его упаковали. Смотри. Крафтовый пакетик. Номер откуда? С какого штата? Индиана. Это реально старый номер. Наверное, годов 50-х. Смотрите, друзья, вообще сам раритет у меня в руках. Тимох, да чтоб ты был мне здоров. Мои пошли дальше. Оп.
Мне кажется, я могу бродить по этому магазину целый день, друзья. Столько табличек, посмотрите, столько всякой символики, шапки, магниты, целые стойки магнитов, О, thank you. шляпы такие ковбойские, рюмочки, даже старый сейф, железный несгораемый ящик, если занудствовать. Там вон Эля что-то с Тимохой опять покупает. Тимох, что вы опять покупаете? Роуд 66. А, sign Route 66? Да. Fine. Значок Route 66. Да? Да. Вау. Вау. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Fine. Так, и что вы купили? Мы купили. Какой вы значок купили? Блин. О, ну-ка покажи. Офигеть. Такой Ржавый. ржавый, да. Подходящий И под дырявый. тот, да. И мы в Аризоне, где все такое маленькая растительность, где много степей, пустынь. И просто мужики ходят с пистолетами. Помните мужика, который на байке давал сфоткаться? Да, уже с пистолетом был? Да, был. Да, чувак был с пистолетом, реально, обалдеть. И он сказал, если кто-то нападет на моих соседей, я буду их защищать. Вы представляете? Это реально дикий запад, друзья. Вы согласны, семья? Конечно. О, да. Мы выезжаем из Кингмана с наилучшими впечатлениями и отправляемся дальше навстречу нашим приключениям. Вот и какие-то спецслужбы нас сопровождают. Видимо, кому-то слишком поплохело от того, что мы уезжаем, и скорая поехала за ними. Ну что ж, до встречи в следующем городе. Где-то после 100 миль, наверное, как мы отъехали от Кингмана, мы сменили водителя и штурмана. Я, как вы понимаете, друзья, как всегда в качестве оператора. Штурман очень внимательно смотрит, правда, почему-то засыпает, видишь? Штурман, не спать. Водитель, как вы себя чувствуете? Отлично. Отлично. Очень удобная дорога, очень удобная машина. Замечательно. Очень классная жизнь. Очень классная жизнь. А мы еще везем пассажира. Пассажир. Да. О, пассажир. Штурман все-таки... А, нет, штурман очухался. Штурман, ты что увидел? А, Шерифа, понятно. шерифа. Шерифа, смотрите, точно, друзья. Штурман заприметил шерифа и решил нас предупредить. Какой полезный штурман. Едем дальше. Посмотрите, друзья, в подтверждение того, что я говорил, просто вырезали гору 2 раза. 2 прореза для дороги. Мы поехали вот по этой дороге и заехали на заправку. Вот такая в пустыне, можно сказать, практически. Ничего нигде нет. Стоит заправка. А вот там какой-то домик маленький. Я был в разных горах, в разных высотах, но то, что я чувствую в Гранд Каньоне, конечно, ни в какие рамки уложить невозможно. Такой масштаб, друзья, такие высокие горы. Ну, они относительно невысокие, но они скалы. И все это красное, и все это очень с бушующими красками. Только что мы попали в сильный ливень, это было очень классно. Очень красивые места. Описать их словами очень сложно, даже с учетом того, что у меня язык без костей. Это надо видеть, это надо ощутить собственной шкурой. Да, Эля? Да, Как тебе Гранд Каньон? такая hugest, да? Hugest, да. The hugest thing. What do you mean? Something shit. Oh, yeah. Окей. Очень Да, это, конечно. Смотрите, мы выруливаем на... энергетически сильное место. Да, вот такое плато. Но продолжаем снимать вам красоту. Ради таких кадров. Вау! Представьте, какие-то
ковбойцы сверху засели, а внизу другие люди с другого побережья на дилижансе рулят на конях, а сверху эти с луками, стрелами и прочее. А вот они и местные ковбойцы, смотрите. Правда, стреляют они всякой уриной вниз по склону. Я думаю, уху! Привет, друзья! Вот это красота! Просто в скале высекли дорогу. Это же просто осознай масштаб. И выходим. Я не знаю почему, но я очень люблю такое сочетание цветов. Зеленые кустики или небольшие деревца и красно-оранжевый рельеф гор. Путь на Гранд Каньон начинается с парковки. Въезд сюда $10 за легковую машину и 35 за большой бус. Собаки наши торопятся больше всех попасть на Гранд Каньон. Вид совершенно неповторимый. Такое, опять же, повторюсь, стоит один раз увидеть. Идем сейчас обсуждаем с Элей, что наши собаки побывали на Гранд Каньоне. Блин, далеко не у всех людей за всю свою жизнь получается. А мы даже собакам предоставили такую возможность. Вот это удивительное рядом. Путь пеший до Horseshoe Bend занимает 20 минут. Это самое известное место на Гранд Каньоне, которое любят все снимать. Это изгиб в виде подковы, куда мы и направляемся. Через 20 минут будем на месте и покажем вам что-то еще. Вот такое происходит совершенно постоянно. Все очень любят собак, особенно азиатские люди. Прямо они просто от них. Просто смотрите. Да, это нас уже второй раз остановили по пути. Здесь организована прекрасная смотровая площадка. А вот и семья с собаками смотрят. Все очень аккуратно. Все люди ведут себя воспитанно, никто никуда далеко не лезет. В целом очень дружелюбная атмосфера, здесь приятно находиться. Дети. Много детей, вон кто-то на камушках отдыхает. Видите? Очень знаковое место. Очень хотелось бы, наверное, его еще раз посетить позже. Вот и исполнилась еще одна мечта в жизни. Побывать на Гранд Каньон и посмотреть на Horseshoe Bend. Ты понимаешь, что значит жить в мечте? Да? Мы сами строим свою жизнь и можем намечтать себе даже Гранд Каньон с подковой. А можем намечтать себе... Да, мы обязательно съездим туда с байдарками. Отлично. А можем намечтать себе ужасы какие-нибудь, и что все плохо и беспросветно. Да. Поэтому наша жизнь зависит только от нас. Люблю вас. Я тебя люблю. И тебя. Вот это привет. На стоянке напрашивается в голову. Все флаги были в гости к нам по классику. Смотрите, сколько номеров. Юта, Аризона, Невада. Да, скорее всего, или Пенсильвания, или Калифорния. Вирджиния, Аризона, Калифорния, Мичиган, Колорадо, Южная Каролина, Флорида, опять Калифорния, Орегон, Техас, вновь Аризона, Вашингтон, Висконсин и, конечно, Пенсильвания. Гранд Каньон – это впечатляющее геологическое чудо, которое простирается на впечатляющие 277 миль в длину, до 18 миль в ширину и более мили в глубину. Это чудо природы создавалось на протяжении миллионов лет, когда река Колорадо прорезала свои слои горных пород, обнажая захватывающие дух цвета и образования.
Гранд Каньон является одним из 7 чудес света. Благодаря своей потрясающей красоте и богатой истории, Гранд Каньон ежегодно привлекает миллионы посетителей, предлагая множество мероприятий, таких как пешие походы, рафтинг и вертолетные туры. Это, несомненно, обязательное место для посещения для всех, кто путешествует по Аризоне. Добро пожаловать в Колорадо. Мы не доехали немного, около часа до пункта назначения, куда собирались. Остановились в таком мотеле. Сейчас расскажу вам про собак. Собаки, животные практически нигде не одобряются. Привет, кошка. Поэтому мы их запаковываем в пледы, в куртки и контрабандой заносим в номер. Ребенок. Вот такой номер. Да, здоровый. Номер. Ну как, сюда запаковываешь, вот сюда, вот сюда вода, а сюда вот так вот кофе насыпаешь, и вот тебе, да. Номер, конечно, друзья мои, намного отличается от того, в котором мы жили вчера. Например, вот здесь, видите, вот оторванные, обгрызанные, оторванные, да, шторы. Вот здесь такой измученный нарзаном стол, соответствующий запах. Цена та же, $85, но уровень комфорта я вам хочу доложить. Совсем несравнимо с тем, что мы были. А где мы были? В каком штате? Короче, о, точно, спасибо, Тимох. В Аризоне мы были. Вот здесь туалет. Сейчас я вам продемонстрирую. Restroom. Ну, обычный туалет. Кошкин походный лоток. И, о да, вы не ошиблись. Здесь нет раковины. Даже раковины. Вилли, ну пить из унитаза это бардак. Это вновь я, ваш верный слуга. До встречи утром. Отснимем вам что-то новое из этого города. Кстати, кто-нибудь помнит, в каком мы городе находимся? Нет. Да, слава богу, мы знаем хотя бы, что мы находимся в штате Колорадо. Да, у нас отрыгнул интернет совсем. У нас показывало роуминг на всех телефонах. Мы были без связи, у нас кончился навигатор. И мы ехали буквально по бумажной карте. То есть офлайн навигация была, Google карты. И вот мы смотрели по этой трассе до этого города, там свернуть туда. Вспомнили свои подвиги. Не подвиги, а свои путешествия 15-летней давности. Как мы путешествовали в Европу по бумажной карте. Наш друг Рома написал нам там на туристической карте метки ручкой. И мы по этим меточкам, по этой ручке доехали до Праги и еще дальше до Карловых Вар. И потом вернулись обратно в Калининград. Удивительные путешествия. Вообще что-то в этом есть, друзья, путешествовать по бумажным картам. Это вам не тупой навигатор, это интересно, это ты исследуешь, это ты смотришь на знаки, это ты пытаешься не пропустить поворот. Это интересно, это классно. До утра! Утро встретило нас вот таким необычным пейзажем. Мы словно окунулись на 150 лет назад. Фонари, самобытные повозки. Я представлял себе, словно какой-то дилижанс пересекает всю Америку, а внутри семья. Мама, папа, дети, на лошади. Повозка с деревянными колесами вздымает клубы пыли. Рядом, конечно, находятся и урбанистические места. Колорадо очень похож на Аризону, только еще более глубокая Центральная Америка. Одноэтажная Америка, как ее принято называть. Горы, довольно старые машины, очень своеобразный уклад жизни. В целом красиво. Но выглядит это все в том числе и вот так. Бургер Бой. Видите, драйв-ин, друзья. То есть туда можно ехать и просто подставив машину поесть. Вообще здесь такой дух центральной старой Америки. Классические маленькие города. Время 8 утра, на улице жизнь практически умерла. В больших городах такого нет. О, автозон, надо будет масло купить, ребят, когда откроется. А вот такой вид открывается, если смотреть прямо. Посмотрите, какая неописуемая красота, друзья. На восходе полюбоваться таким видом.
Слушайте, я вам завидую. Вы будете это смотреть впервые, а я уже буду это видеть в записи. Это невероятно классно. Дорога среди гор. Воздух здесь сухой, я бы сказал, и очень сильно напоминает запах соломы. Много сухой травы в горах. Но от этого он не становится хуже. На лугах он другой, конечно, в лесах хвойных он другой, аж сладкий. И где-то в каком-то штате я был, я вам говорил, аж есть хочется воздух. В национальном парке я был. Но здесь тоже прекрасно. Немногочисленная растительность. А вот и мы. Передаем вам привет. О, кто же это вам передает привет? Кто? Вы помните из 90-х собачку на панели, которая головой трясла? Вот у меня, видите, своя такая кошачка на панели, которая головой... Да ладно тебе. Головой трясет. Он на утреннем солнышке греется. Орал, вылез сюда на лобовое стекло и вот греется. А вот пассажир за ним неустанно наблюдает, потому что на кошку охотиться надо. Отправляются вот мы с собачками. О! Hi guys, how are you doing? Смотрите, какая. Yeah. Some detectives, right? And the driver in the car. Yes. He has waited for a long time. For a long time. Extremely long time. Очень долго ждет водитель этих ребят. Посмотрите, какой там водитель. Оп. Модель 27-го года. Вы посмотрите, не трогай руками. Колеса деревянные. Ну, немножко спустили. Но это удивительно. Вот где еще такое встретишь? Где еще найдешь такую красоту? И все это вот здесь. Вот здесь. Антикс. Смотрите. Предметы старины. One more depending on a breath, and we all look away. People pretending everywhere. It's just another day. There's bullets flying through the air, and they still carry on. Вот такие ветровые экраны ставят во множестве штатов, которые находятся в горах. Они очень эффективно защищают от бокового ветра и от наметания снега зимой. Потому что, посмотрите, друзья, какое поле, по которому дует ветер. И сооружения очень простые, очень эффективные. Канзас, бескрайние степи и дороги, похожие на Route 66, дорогу 66. Вновь ветряки. Смею вас заверить, что в США огромное количество ветровой энергии. Мы проехали уже много, и я думаю, вы смогли в этом убедиться. Класс, мне нравится. Забавный факт, друзья. В Центральной Америке бензин градируется 85, 87 и 91. Для тех, кто не живет в США, я поясню. 87-й бензин в США – это аналог европейского 92-го. То есть дальше обычно идет 89-й, это 95-й. И 91-й бензин это 98-й. Есть еще 93-й, который 100-й. Так вот, 85-й бензин это по сути 90-й или даже 87-й
87-й бензин, которого, например, в России уже нет лет 20 совсем. А в Центральной Америке он есть. Почему это происходит? Потому что здесь огромное количество старых машин, таких прям франкенштейнов, как из мультика «Тачки», знаете. Они уже еле дышат, наладан, и если их заправить 91-м бензином, у них просто отвалится мотор. Поэтому здесь вот такой вот факт присутствует. И найти здесь 93-й бензин, которым питается, допустим, моя машина, не представляется возможным. Ну, раз так, значит, мы льем сюда обычный 87-й или 91-й и, перекрестившись, едем дальше. Самые неожиданные вещи можно встретить, друзья, прямо если внимательно смотреть вокруг себя. Смотрите, какая зайка сидит, богомольчик. Лапки сложил. Вот и какой прелесть. Привет, богомол. Вот такой прелесть. Сидит, провожает нас в добрый путь. Ну тогда поехали. Юный путешественник проверяет масло. Только путешественник почему-то проверяет щупом кверху. Здрасте. До Филадельфии подбросите? Да, садитесь. Отлично. Тогда едем. Поехали. Вот такие автомобили в Центральной Америке, друзья. И они питаются 85-м бензином, да. А вы думали, они умерли? Нет. Они на ходу. Да, они еще вас переживут, и нас вместе с вами. Да, он уже одна завелась, та, что вторая. Вот еще одна машина на ходу. Обязательно на ходу. Она пытается просто взлететь. Итак, долго ли, коротко ли, друзья, мы в Канзасе. Ура! Ура, да! Осталось чуть-чуть. Ровно половина, да. Мы едем 3 дня, и нам осталось 1500 миль. Последние несколько часов я отдыхал, потому что что-то я устал с 9 утра ехать. Эля рулила, а я пока дремал. Эля, это твой первый опыт в Штатах на дальние расстояния, как тебе? Ну, можно и так сказать. Я там чуть-чуть порулила, 2 мили, наверное, и устала. А эта дорога далась очень легко, потому что она была прямая, машин почти не было. Ну, там 2-3 машины обогнала, и все. И какой-то полицейский хотел, я ехала по главному, хотел повернуть налево, и он мне что-то так усиленно моргал своими этими красивыми огоньками сверху. Короче, пока до меня дошло, что он от меня хочет, я уже проехала мимо. И правильно, нечего, да, воспитай их всех, хулиганов. Не, отлично. По такой дороге можно ехать и ехать. Я ехала где-то около 80 миль, 75-80, вполне комфортно. А пока мы вам тут пишем годноту, смотрите, что происходит с ребенком. Но вы никому не говорите, что мы эксплуатируем детский труд. Да, что он выбивает ковры. Друзья, такая дурная ситуация получилась совершенно. Мы решили, не останавливаясь, уже нам осталось 1300 миль доехать до Филадельфии. Эля посидела, порулила, мы поменялись, и я пошел в ночь. В ночь обычно никого нет, все здорово, и я чуть-чуть придавил с небольшим превышением. И откуда ни возьмись, вон, посмотрите, сзади нас, ну, я думаю, вам видно, полиция. Остановили, попросили документы, мы им вручили. Кое-какие документы у меня были в багажнике. Я сказал, давайте открою, так они напряглись, отскочили от машины, взялись за пистолеты. Подошел к багажнику, говорят, у вас есть там any weapons?
какое-то вооружение. Я говорю, не, только 2 собаки и кот. Да. В общем, отдал, они пошли что-то проверять. Действительно это или не действительно. Будем держать вас в курсе, как мы попали в ночной замес с полицией. Кстати, а в каком мы штате? Мы еще в Канзасе или уже? Или вы? Короче, мы где-то на 70-й трассе. Держим связь. In the middle of nowhere. Yeah. Полицейские нам сказали, что мы превышаем, попросили кучу документов, я им выдал все, которые у меня были. Сказал, что мы вот только едем, я забрал свою семью, мы едем из Сакрамента, едем в Филадельфию. И, скорее всего, это круиз под горку вот так машину разогнал. Она, да, может быть. То есть, превышение на 20 круиз мог сделать. Тем не менее, ребятам спасибо, они все посмотрели, отпустили нас и сказали, водите безопасно, вы с семьей. Вот это отношение, вот это я приятно удивлен в очередной раз американской полицией. Я не хочу сказать, что все здесь идеальные, но те ребята, которые попадались мне, максимально позитивные и классные. Семья, что вы можете сказать? Я наконец-то могу лечь спать. О, Очень весело. да, мать ложится спать, Тимохе понравилось. Все, Кот не ерничай. кот не ерничай. Всем до утра. Всем пока. Всем до светла. Всем до светла.